Будем вспоминать эти помидоры зимой. Это вкуснота. Вот такой он красивый, темно-бордовый. Я всегда, когда своим курочкам режу тру-буряк, я всегда показываю, какой он в разрезе. Она очень сладкая. И уже почти полная кастрюля. А еще не все сорта вырвала. Ой, какая она классная. Двухцветная, качан большой, широкий, многорядный. Молочная спелость. Смотри, какая. Боже, как она пахнет, как в детстве. Качан такой большой, крупный, полный. Хорошая кукурузка. Это сладчайшая кукуруза. Вот такая вот она. Вот еще одну беру. Сейчас буду варить. Смотрите, какая ширина. Ширина качана. Рядов сколько. Вот надо не полениться, посчитать, сколько здесь рядов. Набито плотно-плотно. Вот такая красивая. А пахнет... Ой, как она пахнет классно. Так, вот такая уже капуста. Огромная. Частый полив капусты нам дает не только налив самого качана, но и какая-то своеобразная борьба с белокрылкой. И чем больше я их рву, тем их больше появляется. А вот это баклажаны. Это уже второй сбор. Не дожидаюсь, пока они вырастут огромными, для того, чтобы росли следующие быстрее. Какие они огромные. Перцы надо приходить собирать с мешком. Огромные. Арбузики. Это обычный помидор, такой же, как и красный. Поэтому для себя лично я хочу сделать квашеную бенегару. Начинаю огородный сезон. Семена дорогие, очень дорогие семена. Но для того, чтобы получить хороший результат, качественные, профессиональные, и тогда будет хороший результат. И сейчас покажу, что здесь. Здесь небольшая часть, и так как меня просили показывать
семена, которые я буду сеять в этом году. Поэтому начинаю понемножку показывать все, что я готовлю для огородного сезона 2025 года. Ну и самое интересное, вот эта вот небольшая кучка стоит 3700 гривен. Это приблизительно $90. И сейчас очень быстро постараюсь рассказать, что именно я купила по названиям. Сначала скажу те помидоры, которые я уже садила, которые я знаю, что будет и какой будет результат. И совершенно новые сорта помидоров, которые буду выращивать в этом году. Вот так разложила, чтобы было удобнее вам рассказывать про все эти семена. Начну с помидоров, которые я уже выращивала. Но сразу скажу, это только начало, это только часть. И обязательно буду садить еще и другие, которые я выращивала уже, которые я знаю, что очень урожайные. Но просто у этого продавца этих помидоров нет. Поэтому буду покупать в другом интернет-магазине. Итак, помидоры Деличо. Деличо — это вот такой вот красивый черри. Обязательно Summer Sun. Это тоже помидор черри. Это самый сладчайший помидор. Таких сладких, как Summer Sun, я еще не пробовала. Из всех помидоров, которые только существуют, Summer Sun черри желтого цвета самые сладкие. Summer Sun в открытом грунте. Здесь, по-моему, больше помидоров, чем листьев. А это Summer Sun в теплице. Тоже очень много их. И это самый-самый сладкий помидор черри. Без кислинки. Помидор Pink Bush. Pink Bush. Pink Bush в рекламе не нуждается. Которые я всегда буду сажать. Айдар. Айдар в теплице. Очень хорошо себя показывает. И он очень высокий. Вот такая крупная сливка. Много их. Много их. Вот, смотрите, не знаю, как показывать вам. Вот такие гроздья сыпятся. Вот. Длинненькая такая, полная сливка. Колибри. Иди посмотри, какой. Посмотри, какая кисть. Посмотри. А какой цвет? Алый. Я такого цвета на помидорах вижу редко. Алый цвет. Какая красота. И еще кисть доспевает. Так. Это колибри. Идеальный помидор для баночки. Зимой открываете баночку, и вот такая вкуснота. Даже вот эта крупненькая сильно, слишком крупненькая сливочка. И он растет бесконечно. Посмотри, какая красота. Посмотри, какая красота. С одной пазухи две кисти. Вот, видишь, где они расходятся? Смотри. Вот, с одной пазухи идут две кисточки. Ой, какая красота. А вот этот бурый я не рву. Он будет у меня еще доспевать. Только красные, только спелые. Красота какая поспела. Сержант Пеппер. А вот это просто красотища. Смотрите, какие сердца. Вот. Сержант Пеппер. Розовый с фиолетовым.
Так, надо идти за ящиком, потому что накладываю сверху, они же не давятся. И причем в этом году я еще взяла семена, которые очень похожи на сержант Пеппер, но они называются КАС-21. Мне просто интересно сравнить сержант Пеппер и этот помидор. Pink Paradise, Дубай золотой, Президент, Розовый сон, Pink Hit, Эспада, Ханимун, Сашер. Кстати, Сашер я и Ханимун уже садила когда-то. Тундра. Это новые помидоры, которые я буду садить в этом году. Сладкий перец. Килабер. Обязательно Геркулес. И беру его побольше, 50 штук. Какие они огромные. Рвать Геркулес. Можно уже срезать. Так, а где этот? Ага. Это, кстати, перец, коронный цветок. Вот он. Перец из коронного цветка. Удобрение у меня находится в теплице под слоем земли. При перекапывании этой теплицы я всегда показываю. Я удобряю куриным пометом, соломой. Все больше в этой теплице ничего из удобрений не бывает. И препаратов от вредителей никаких здесь нет. Клерени и Джемени. Но перец это еще не весь. Еще буду покупать и другие сорта. Огурцы. Аргумент. Его я сажу уже 3-й год. Антисипатор и стентер. Итак, начинается сезон огурцов. Плодоносят летом с такой силой, что я не успеваю их консервировать. Баклажаны Сара. Вот такой баклажан Сара. Уже в открытом грунте. Один я такой уже вырезала в теплице неделю назад. А это уже открытый грунт. Сабел и Дестан. Кабачки, конечно же, Искандер, Император, Йоки, Язума. И еще желтый нужно купить. Я не представляю себе огород без кабачков. Я думаю, что все сажают кабачки. И на каждом огороде должна быть такая красота. Буряк Таунус. Сажу его, сею каждый год. Это Таунус. Смотрите, ровная цилиндрическая форма, без никаких острых и тупых концов. Вот такой вот равномерной формы. Цилиндрической формы. Это Таунус.
Вот такой он красивый, темно-бордовый. Я всегда, когда своим курочкам режу тру буряк, я всегда показываю, какой он в разрезе. Вот такой красивый, темно-темно-бордовый таунус. И круглый буряк бетолла. Морковка ранняя Нагасаки и поздняя Балтимор. Лук-порей. Обязательно кукуруза. Это Камберленд. И Оверленд. Пока что только 2 сорта, но буду еще покупать и еще другую. Вот что значит еще правильно подобрать сорта. Вот она какая молодая еще. И еще несколько недель. Вот, я даже больше с этого ряда и рвать не буду. Пусть она еще спеет. Вот я специально это сажу постепенно. Первую кукурузу я сажу в день посадки картошки. Вот сажаю картошку и сажаю сразу, ну, ряда 3-4 кукурузы. Но я рискую. Это очень большой риск, потому что заморозки и все. Кукуруза не любит вообще похолоданий и морозов. Это риск. Но я так рискую каждый год и всегда с ранней кукурузой. Потом приезжаю я на дачу через неделю. Еще сажаю 3 рядочка. Потом приезжаю еще через неделю. Еще 3 рядочка сажаю. И таким образом у меня получается конвейер из молодой кукурузы. Мы приезжаем, и у нас всегда есть вкусная молодая кукуруза. Потому что, если вы знаете, кукуруза очень быстро стареет. И все, она годится только на корм птицы. Еще у нас ракель. Так, идем в ракель. Ломаем ракель. И смотрим, какого она вида. Тоже двухцветная, вижу. Ой, какая она классная. Двухцветная. Качан большой, широкий, многорядный. Любую беру, даже не смотрю. Это Добрыня. Вижу, желтая. Ого, тугая какая. Так. Молочная спелость. Смотри, какая. Боже, как она пахнет, как в детстве. Так, Николь. Очень толстые. Сейчас увидите. Смотрите, какие. Шпинат. Сладкий горошек. Капусту позднюю взяла на испытание Тайсон. Говорят, что очень хорошая. Ну, а в основном я буду садить агрессор. Самую устойчивую капусту от белокрылки. Вот такая уже капуста. Огромная. Капуста любит очень воду. Вот такие семена я купила в этот раз. Это все семена профессиональные, из больших пачек, отсчитанные поштучно. И это еще не все. Конечно же, я буду покупать еще много других семян. И буду вам показывать все, что буду покупать и как буду высаживать. И сеять на рассаду. Семена дорогие, но они того стоят. Что посадим, то и соберем. Такие семена проверены мной уже много лет. Я всегда покупаю. Вот так вот отсчитанные из профессиональных пачек семена. И результатом очень довольна. Помидоры, черри, перцы. И еще есть пакет кукуруза, баклажаны. И кабачки еще едут тоже домой. Огурцы.